Они ушли в Valorant. Накачанней, богаче, угарней. Плюс он начал храпеть на старости лет. А вот этот тип вопросов, он тебя просто ставит на колени. Добро пожаловать в Капу Virtual Hub. Пространство, где ваши возможности не имеют границ. Настало время менять игру. Всем привет, с вами Джейм, и сегодня я отвечаю на 50 ваших вопросов. Погнали! Сколько у тебя часов КС? В Go у меня 21 тысяча, и в 1.6 там, наверное, 1000 в общей сумме, и в Сурсе там тоже, наверное, 1000. Около 25 тысяч часов. Во что играешь, кроме КС? Ни во что не играю. Ты начал подтягивать английский, чтобы уверенно чувствовать себя на интервью. Но это одна из причин, просто надо знать английский, это круто. Смотреть что-то в оригинале, и просто это работа с твоей головой, мозгом, развитие какое-то, чтобы лучше думать. У тебя на последних интервью, на последних планах тебе задают вопрос, ты такой, я тебя не понимаю, и быстро отчитывался. Сейчас у тебя лучше в этом плане стал уровень, по твоим ощущениям, внутренним? Тогда я базы, даже эти все глаголы, эта таблица, первый уровень. Я знаю ее существование, но камон, зачем мне сидеть учить? В какой-то момент, пока ты катаешься, делаешь визы постоянно, у меня скрин с первого курса универа, этой таблички, она в избранном, и она уже на третий iPhone, который я с собой вожу. И я открыл и такой, нифига, и потихоньку, я, грубо говоря, все знаю, но, надо все равно повторять. И да, сейчас уже лучше, но, anyway, там челы задают вопросы, одно слово тебя просто может в ступор завести. И это первая причина. А вторая причина, там всегда громко и шумно, особенно на арене. Ты, как бы ты ни старался, слушать, там по ключевым словам ты всегда отвечаешь. Ходишь по воде. Это один из типов вопросов, на которые, наверное, надо найти крутые ответы, подумать где-нибудь, посидеть и оригинально отвечать, потому что никогда не задумывался в душе. Обычно тебе задают вопросы, и ты где-то на них отвечаешь, и у тебя есть какие-то мысли интересные, чтобы зрителю что-то понравилось. А этот тип вопросов, он тебя просто ставит на колени перед задавшим, и тебе надо ответить «да», «нет». Поэтому скип. По факту ответ. Скип. Какие у тебя корни? У меня корни афганские. У меня отец из Афганистана, а мама у меня русская. Если прям всю родословную, которую я знаю, вплоть до прадедушки, это все русские челики. А все, что я знаю о своих корнях с другой стороны, это только отец, и все. Думал ли ты подстричься или кардинально изменить свой имидж? Подстричься думал. Часто, раз в 3 месяца задумываюсь над этим вопросом и стригусь, только не до той длины, которую вы наблюдаете на среднестатистическом человеке. А по поводу кардинально изменить свой имидж, я не как тот чел, который I gonna take my horse, который прям приходит в мега прикидах. Мне это для меня кардинально изменить что-то. Потихоньку я уже ухожу от спортивные штаны, худаки, к чему-то такому, более взрослому. За сколько бы подстригся на лысо? Не за сколько, но по угару, если мне надо, то можно получить еще за это деньги. Но так, чтобы на бабки стригись, это какое-то унижение. Потом твой какой-нибудь ребенок скажет: пап, мне чуваки сказали, я видос нашли, ты там стригся. И там уже, да, мы угорали, но на самом деле нет. Ты бы спорил на такую ставку, как побриться на лысо? Я редко спорю, я, наверное, за свою жизнь не спорил никогда, чтобы что-то ставить. Я не прям глупый, я, наверное, если бы спорил на такое, то я бы в голове уже понимал, что, мне нормально в целом. Либо я уверен на 100%, с кем из команды больше всего общаешься. Этот вопрос не имеет смысла, потому что мы находились последние 1,5 года постоянно вместе, и ты все свое свободное время не от команды, ты с ними не общаешься. А когда ты с ними, ты общаешься со всеми плюс-минус одинаково, потому что постоянно толпой ходите. Но за последние пару лет, наверное, больше с Филитом, потому что мы с ним больше где-либо были вместе. Я живу с Достаном, а у нас с Достаном разные вообще графики. Пока он играет авточес ночью, я иду спать. Ему 6 надо часов спать, мне 8. Я прихожу раньше, засыпаю раньше, плюс он
начал храпеть на старости лет. У него, ну, короче, прям неприятный. Я тоже неприятно сплю, но все-таки могу храпеть. Но в приоритетах мой сон выше, чем его, потому что он тренер все-таки, а мне надо играть. Вот. Кстати, напоминаем про фрибет от наших друзей из Винлайн до 10 тысяч рублей. Заходи по ссылке в первом комментарии, получай фрибет до 10 тысяч рублей, узнай, какой выпадет тебе. Никаких доп. Условий. Зарегался, получил фрибет, забрал выигрыш. Сильно ли CS2 изменит про-сцену? Я думаю, что есть шанс того, что прям суперстары ленивые игроки прям отсеются, но все те, там, вот я уверен, по-любому Ника, Simple, вот они как должны просто с новой мотивацией прийти, и также будут фейзы, Нави, там G2 в топе, потому что, ну, ничего не меняется кардинально, но это дает свежую мотивацию вот всем этим игрокам. А люди, которые уже и в той игре задолбались тренироваться, вот они прям уйдут. А у молодых, конечно, будет какое-то преимущество, но в плане того, что там микры какой-то, но оно не будет большим, потому что CS вечная игра, и все те же самые стратегии, и, ну, психологические какие-то наработки, майнгеймсы, они с 1.6. То же самое происходит. Вот когда CSGO вышел, потом вышел Valorant, и нормальное количество прошников там из CS ушло в Valorant. Ожидаешь ли ты, что они типа вернутся? Да, есть шанс, конечно, людей из Valorant уйти обратно в CS2, но опять же, все те, у кого не получалось в CSGO, они ушли в Valorant. И в Valorant кто-то стал крутым в первое время, но все равно большое количество людей не потянуло даже в той, как бы, конкурентной среде, пришли уже молодые, и они уже как бы опережают и в топ-командах играют. И у этих людей опять в голове есть такое, что ну CSGO 2 это что-то новое. И может быть кто-то опять вернется, но на самом деле кто работает, кто там заряженный, тот и будет в любой игре играть. Какой момент в киберспортивной истории без твоего участия самый запоминающийся? Ну и сразу у меня в голове почему-то Колдзера прыгнул, убил. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what a jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. Как будто таких моментов вот больше и нет, чтобы вот на такой стадии, такой хайлайт, ну, что-то историческое. Сильно ли решает возраст КС? Маленькая индустрия, буквально 5 лет назад взрослым мужикам, 30-летним, с детьми не хватало бы денег, особенно европейцам, содержать все и играть и отдаваться. Но сейчас, как там в баскетболе, футболе, ставки растут, зарплаты растут, и уже реально можно всю жизнь потратить на это дело. Особенно если ты там с не особо богатых и по уровню жизни не крутых мест. Мне кажется, рамки чуть увеличатся. Но опять же, это не футбол, нам надо еще больше времени, мне кажется, там через 20 лет мы только поймем, когда уже там Тазу будет за 50, и он до сих пор играет. Может быть, он до сих пор будет играть там тир-3, никто не знает. Это как настоящая профессия становится, которая там не порицается и типа того, и в целом не противоречит статусу в смысле возраста твоего. Да, особенно если ты все еще будешь получать удовольствие от самого процесса. Все всегда в это упрется. Если тебе за там, 20 лет не надоест, там выигрывать, тренироваться, ну вот в это все упирается, мне кажется. Единицы остаются до такого возраста, там, ну тот же Леброн, он прям один из миллиона профессиональных баскетболистов, он один, ну ему и то 38, ну там еще физика, а в КС как будто, ну физика минимальна, но это надо реально типа прям гореть, это ты выиграл, ты по-любому за столько времени выиграешь все. Тебе надо будет заряжать себя еще что-то выиграть, но жизнь такая, что надо все равно менять сферы деятельности. Ну, скорее всего, таких прям долгих карьер не будет, но до 35, мне кажется, вот спокойно. Это прям изи, люди будут играть. Как переживаешь поражение и празднуешь победы? Зависит от каких поражений и кому, но когда ты уже можешь выиграть любую команду, с каждым годом все тяжелее, потому что, ну, ты уже перешагнул тот этап, где ты можешь по майндсету проседать между тир-1 игроками. Ну ладно, этот типа турнир проиграли, попались против этой команды, она крутая, и как бы нас это устраивает.
уже не так, и любое поражение, оно очень такое обидно, особенно если ты там, ну, каждое поражение ты проигрываешь из-за ошибок, и эти ошибки в основном часто повторяются, редко ты можешь, если, то есть все делится, из-за чего ты проиграл. Какой-то нереальный анлак, что-то произошло, но это очень редко, либо ошибки. И эти ошибки ты либо уже разбирал, либо ты так, ну, не доработал, и там рандом какой-то, ну, короче, это маленький процент, и всегда это обидно. А победы, особенно, когда ты много тренируешься, ты уже это воспринимаешь как, ну, типа, ну, я должен был победить. Особенно, когда у тебя поражений намного больше, чем побед. Ты уже, когда побеждаешь, думаешь, ну, слава богу, типа, я наконец-то победил. Как будто получил то, что и заслужил, грубо Да, говоря. ну, это ненормально, как будто, ну, это ты уже сам себе в голове настроил, что вот ты всегда должен побеждать. Но ты проигрываешь и расстраиваешь сильнее, общее расстройство намного больше, чем когда ты побеждаешь. А чтобы ты получил нереальное наслаждение, типа, от победы, это должен быть какой-то большой чемпионат. А чтобы выиграть большой чемпионат, надо, ну, прям постараться очень сильно, и чтобы всем и карты сошлись, и в таком мире ты живешь, но если бы ты себя не настраивал на бесконечные победы, ты бы и не тренировался так много. Но есть, конечно, там, я не представляю людей, но они такие есть по-любому, которые так подошли к чемпионату, там, ну, обычно это бывает, когда вот, там замена у тебя запланирована, и ты уже так без давления играешь и еще и выигрываешь. Наверное, ты счастлив, но с другой стороны, ты это выиграл, уже твоя команда распадается, так Витальти нас выбили и выиграли чемпионат там 1,5 года назад на Инвинтере. Не знаю, что они ощущали, но как будто это не то, когда ты вот прям тренишься, идешь и прям забираешь. Это, наверное, самое лучшее. Какая у тебя вредная привычка? Ну, я не курю, я не злоупотребляю алкоголем, то есть, я думаю, прям очень мало пью, ну, относительно всей про-сцены. Не употребляю никакие вещества. Энергетики не пью 2 месяца, а до этого не пил вообще никогда. Просто это был период, полгода пил, ну, достаточно много. Вроде как не прям я с лишним весом. Но вот это, наверное, самое то, что надо контролировать, это что ты ешь, там, какой-то минимальный спорт. Ну и все остальное, это уже как бы ниже уровня вредных привычек, там, ну, может, раздражительный, нервный, но это уже такое, это уже не вредная привычка, поэтому я идеальный. Над чем в последний раз плакал? Мог бы заплакать, когда выиграл мажор, потому что, ну, это такой плач непонятный, это просто эмоциональный какой-то всплеск, непонятно с чем он связан. Помню, прям до слез смеялся, когда еще Марик был и Флит на буткемпе в Питере, и они почему-то решили, типа, ну, надо пить много воды. И вот они берут прям литровые типа кувшины с водой и прям пьют по литров 6 они пьют, и, ну, что-то хочется пить, и прям они что-то пьют и как бы соревнуются, и это было прям очень смешно, потому что, ну, типа, прям ненормально, и они потом говорили, что у них прям почки болели на следующий день, что слишком много воды и прям плохо было. Это, я тогда смеялся очень сильно. Какую самую большую упаковку сделал с призовых? Квартира. Ну, я не знаю, что еще в этой жизни можно купить, кроме как, ну, недвижимость, машина и, ну, типа, комп. Все остальное, ну, или какая-нибудь шмотка, но это надо быть в хлам, как бы, не тем, ну, прям, не знаю кем, чтобы купить кроссы за, там, 50 тысяч долларов каких-то. Ну, это все 3 покупки, мне кажется. Любой киберспортсмен, самая большая покупка, это будет недвижимость какая-то. Мой лучший хайлайт на про-сцене. Ну, я так понимаю, это, наверное, клатч против Маузов в полуфинале мажора. Ну, это не в регулярке, конечно, 5 хедшотов с дигла дать, но в рамках мажора, наверное, крутой. А, вот 1 в 5 против Маус Спортс тоже было. Наверное, это круче, потому что это 1 в 5 от меня на форсе. Тоже важная игра, важный раунд. Это, наверное, мой топ-момент. Snappy, and he goes unchecked. Rob's allowed to contribute as well. It's falling apart at the seams. Bemis. Oh! He hits another VP. Dilapidated James. Motivated to come up clutch with 4 of his own. Surely not. James to save VP. Looking for it is Acor. And James pulls off the 1v5. Какую суперспособность ты бы выбрал? Вот опять же, вот этот вопрос про суперспособности. Он в категорию каких-то комиксов Marvel, вот с этой всей движухой, в которой я не прям принимаю участие. С одной стороны, я все-таки смотрю какое-то аниме, там очень много такого сверхъестественного, но вот суперспособность, давайте выбирать друг другу суперспособности, но я типа никогда в этом не участвовал. Не, ну какую-то маленькую, ну понимаешь, там не летать, а там, я не знаю, 3-ю руку или там смотреть сквозь предметы. Какую-то, возможно, не очевидную, не масштабную. Но... Да вот надо типа тут и что-нибудь нестандартное придумать, но вот я над этим никогда не думал. Ну, там есть базовые какие-то там бессмертия, быть всегда правым, видеть будущее, ну, типа, кто-то выбирает
суперскорость, типа, а почему? Да потому что Флэш на самом деле имбалансный персонаж, этой скорости хватает и вообще, типа, чтобы убить кого угодно. Ну, Ну тогда самая ненужная суперспособность. в аниме «Моя геройская академия» на фул, типа, серьезе был чел, и у него лазер из пупка был, типа, такая способность. Там у людей управляли льдом, огнем, у него лазер из пупка, и он там был в школе, и он реально учился, и от него реально был какой-то импакт. Но это, типа, вот такое есть. Кто лучше, Санджи из ВП или Санджи из One Piece? Санджи из ВП, он крутой. Тот Санджи, у него есть свои проблемы, там, кто будет смотреть, тот поймет, о чем я. Но Санджи, вот время показало, кто крутой, кто нет, ну Санджи крутой. А как ты справляешься со страхами и волнением? Занижаю значимость, музыку какую-нибудь слушаю там агрессивную, не знаю, как-то себя настраиваю. И опыт просто получаю, с каждым турниром все более бессмысленным становится. Сколько еще лет, по твоему мнению, КС проживет в плане киберспорта? КС все сводится к тому, что это как будто вечная игра, в плане того, что это один из родоначальников вообще шутеров, и то, во что это все вылилось в киберспортивную составляющую, один, наверное, из первых шутеров, по которым были турниры. Сколько бы времени прошло, за последние 5 лет прихожу к своим друзьям, которые вроде как в этой игровой индустрии и следят за выходом новинок. Спрашиваю, что крутого есть. И там типа, какие-то сингл-игры, которые проходятся там за 20 часов, 30, там God of War, там Fallout, Ведьмаки, но ты рано или поздно все равно возвращаешься там в Доту или в КС. То есть это два таких фундаментальных столба, на которых там вся киберспортивная вообще составляющая держится. Что бы ты изменил в КС, если была бы возможность? Я бы добавил в соревновательном Counter-Strike больше карт. Это более зрелищно было бы. Уменьшил количество раундов, но добавил бы, может, другую карту. Потому что это как компромисс между зрелищностью того, что ты смотришь игру там час плюс, но одну карту ты смотришь. И для зрителям было бы интересно смотреть больше карт, а командам крутым надо было на больших картах работать, и реально бы на дистанции побеждали бы самые крутые челы, которые прям могут майнгеймсить уже с мапулами и так далее. С пиками. Да, с пиками, да. Ну, типа, времени, может, было бы столько же, но за счет смены как бы ракурсов и карты это было бы интереснее смотреть. Твое отношение к мему GMTM кринж или база — это кринж. Но даже слово кринж для меня уже кринж. Как будто уже должен быть. Как бы ты это назвал? Кринж? Нет, ну да. Испанский стыд. Да я не знаю, как вообще можно жить и вот типа реально 5 лет GMTM, типа, это как мой бренд, часть меня, но с точки зрения мемы не живут долго. Это же мемы. Как бы ты из него все высосал, go next. Нет, значит, он уже не мем. перешел, значит, в статус каких-то классик. Около культовых вещей, грубо говоря. Да, это что-то часть КС просто. Часть CSGO — это вот эта штука. Лучший вел за всю историю КС. По титулам это Глейв. С точки зрения, это как, сравнивать. Капитан Бразилии, по-любому, который с Пеле выиграл, по титулам там он крутой, но там с точки зрения там данных, факторов, там у него какие-то сложные игроки, там Сена, он там собирает, там Зидан был крутым, наверное, Керриган. Вот он, наверное, вокруг себя может собрать. Керриган, из СНГ Зевс, наверное. Зевс десятилетиями колет. Зевс, Керриган, как будто вот это вот прям крутые челы личности, как капитан. Играть на лан-турнирах лучше с кабинками или без? Очевидно, лучше с кабинками, но в которых есть какие-то кондиционеры либо способы для проветривания. Но как будто для атмосферы лучше без кабинок для зрителей, чтобы мы были в центре, как там Fight UFC, чтобы прям люди видели тебя, ты мог вскакивать, подходить к толпе, что-то им рассказывать. И если крутые наушники, удобные, все четко, то лучше, это намного легче реализовать, чем строить какие-то кабинки, проводить туда, типа кондиционеры. Топ-3 будущих тир-1 звезды КС. Без понятия вообще. Как бы кто думал о Фейме и Норбите, что они выиграют мажор, кто думал, что Монте выиграет Нави, кто думал, это прям рандом, хлам, не хочу об этом даже думать. Их так много, этих игроков, Донки, Артфрост, еще 1000 таких игроков, которые выстрелят, не выстрелят. Что стоит у тебя на заставке на телефоне? У меня долго стоял Сон Гоку из Драгонбола, а сейчас я поставил Луфи.
Как ты сделал предложение жене? Ну, как-то это было не так романтично, чтобы прям прийти, что-то там на воздушном шаре. Я приехал, что-то там сначала пробил, типа, что, как вообще? Ну, типа, это нормально? Так можно сделать? Ну, в смысле намерения. Ну да, я спросил, есть ли смысл сейчас вот так вот ехать, покупать кольцо? У меня же нету кольца там от бабушки какой-то там из Афганистана, она мне передает и так далее. И как бы понял, что да, все ок, съездил, взял, привез, типа, ну, тогда вот на. Как часто видишься с женой, как она и родственник относятся к твоей карьере, интересуются ли? Все время, пока я не на турнире, не на буткемпе. Такой ответ. У нее есть братья старшие, и они, ну, вроде даже кто-то YouTube иногда смотрит мой, интересуются. Ну, они просто интересуются, да, я уж часть какой-то там семьи большой, и они интересуются, как у меня дела, что я там, где я там, и она им рассказывает, либо они сами могут в соцсети зайти и посмотреть. Какая у тебя мечта, не касающаяся киберспорта? Я хочу, чтобы у меня была крутая суперспособность быть, Лазеров из пупка. Быть огромным, накачанным, зеленым человеком, быть самым сильным и иногда терять, типа, немножко. Блин, ни у кого такой не было, даже в фильмах. Не, ну в целом про мечты. Мечты бред или нет? Мечты? У меня нет мечты. Вот просто жить, ты живешь и получаешь удовольствие на моменте. Если мне сейчас нравится играть в КС, я типа играю и выкладываюсь. Потом начнет нравиться там зарабатывать деньги какие-то, просто для того, чтобы зарабатывать, буду этим заниматься. Пока вот такой мечты вот никогда нет. Самые странные названия позиций на карте, которые вы юзаете в команде. Ой, ну тут вообще дофига. У нас есть Шрек, у нас была Рапунцель, у нас был даже Овер, Драйв, Зонер. Шрек это что? Массажка у нас была. Шрек это там типа болото, вода и так далее. А массажка? Массажка, ну там такой массажный вайб, какой-то салон, какого-то. Где, на какой карте? На Ancient там есть. Мага есть просто. Мага вот такие вот, это такой спот, который раунд переворачивает. Вот на него не вариант идти. Там есть прям вот магас. Он мог магу занять, осторожно, типа такие споты есть. Кто из проигроков совершенно разный в онлайне и в реале? Стандартная вещь, когда ты в TeamSpeak более открыты и более себя уверенно чувствуешь, чем в реальной жизни. Большинство молодых игроков, они в TeamSpeak типа йоу-йоу, там это, я там, да, забей. А в реале потом ты с ними встречаешься, они такие более скромные, вначале что-то ты прощупываешь почву. А есть очень мало таких людей, которые в TeamSpeak типа, ну, если, например, Достан, если в толпе каких-то незнакомых людей, он такой чуть может быть сдержанный, что-то, ну, не начинать там разгонять. А в реале неважно кто, даже толпа, он будет это делать, потому что, ну, блин, уже в реале он другой человек, чем в онлайне. И я думаю, это относится более к старому поколению. Они в TeamSpeak более такие собранные, что ли, скованные, а вот в реале они уже дают комфортнее. Да, им комфортнее. А сейчас наоборот, люди в онлайне более такие уверенные в себе. Если был бы выбор стать про-снайпером или про-капитаном, что бы ты выбрал? Я бы выбрал быть снайпером. Снайпером интересно. Ну, то есть капитаном тоже интересно. А снайпер-капитан, кстати, не прям интересно. Типа, ну прям, мне кажется, я ближе к закрытому, сфокусированному человеку и более крутой снайпер был бы. Но капитанство все равно заставило меня какие-то другие себе качества развивать, чтобы, ну, быть крутым капитаном. Но капитанство неблагодарное дело, и вообще там не все всегда от тебя зависит, и крутых капитанов по пальцам перечесть, и они, эти крутые капитаны, через 10 лет всосанных всех чемпионатов, поэтому это прям не вариант. Снайпером можно прийти в любую команду, неважно, шаришь ты, не шаришь, можешь вообще дупля не ловить, как говорит Флит, но и перформить, и тебя типа хайпят. Когда стрим за маем? Ну вот, не знаю, может быть он и будет. Надо пообщаться поближе, побольше. Вдруг мы совершенно разные люди и друг другу не подходим, зачем нам это? А где бы ты мечтал жить? Я бы мечтал жить в хорошем месте, конечно, я бы мечтал жить с хорошим пингом, с солнечной погодой отличной, достаточно большой город, чтобы был бы, с природой, чтобы было бы, где-то чтобы уехать и нормально все было, горы, море.
И там это как бы основное было место, и дофига мест по разным точкам мира, чтобы отдыхать. А тоже в одном месте не вариант жить. Ну и под это все подходит ничего, опиши свой идеальный день. Я просыпаюсь где-то в 11, в 10, да даже в 9, вот так, в том районе выспался. Где-то лето, кондиционер. Не прям, на улице в хлам жарко, люди умирают, я дома, температура идеальная. Хороший интернет. 100%, хорошая еда, холодный напиток. Я просыпаюсь, иду сразу в душ, встаю. У меня нет дел вообще. Не только даже в этот день. У меня нет дел в ближайшие 4 месяца. Я могу не думать ни о чем. Позвать своим кентам, они типа могут выйти в любой момент. И я начинаю думать, забиваю, захожу в комп, включаю игру, непонятно что, мне типа 12. Ну еще у меня идет все в катке, я типа кэрри, такой крутой чел. Ну и в мире происходят события, типа футбол, чемпионат мира. Чтобы вечером нормально выйти куда-то, чтобы это было в городе, но не в самом помещении, типа, не знаю, как это называется. Не шумное место, не много людей, но типа для своих, все четко, стол, еда, все лучшая еда, которая есть. И можно что-нибудь даже выпить, чтобы такое было, у всех настроение было крутое. До часу максимум сидишь, чтобы не перебор, чтобы день следующий идеально не руинился. Все, уехало и нормально. Вот это мой идеальный день. Дай короткий гайд на отращивание бороды. Вот меня часто спрашивают, как ты делаешь такие прически крутые, там борода, что делаешь? Я просто мою голову. Иногда сушу, если медиа-день перед турниром. А если просто день, то типа, ну, могу минимально посушить, если на улице ветер, сушу. Либо надеваю шапку. И оно там как-то само в итоге типа происходит. От наушников у меня крутая укладка. Бороду отращивать просто надо ходить в барбер. Я для себя понял, что для большинства людей барбер, наверное, не прям место, куда они постоянно ходят, ну, как моих зрителей, а у них, может, борода есть. А самим это все типа делать, сидеть дома, это тоже можно, если там впадлу тратить деньги, либо их нет лишних на барбер, то надо самому делать. Ну, как самому это все делать? Наверное, я вообще, когда у меня не было возможности ходить в барбер, у меня не было бороды. Поэтому, наверное, вот такой лайфхак. Если нет возможности, лучше не иметь. Какой самый дорогой обед, блюдо ты заказывал? Я вот никогда дорогой стейк не ел, но, наверное, это было бы самым дорогим. А так, мы были вот после мажора в Дубае, в каком-то месте в моле, типа, ну, на память, давайте сходим. Там я был с женой, Флит со своей девушкой, Петя еще с нами поехал. И мы зашли в какое-то крутое место, но там было очень плохо все по еде. И мы там оставили за какие-то там 12 роллов, что ли, баксов 700 на пятерых. Ну, каждый типа по 8 съел. Но они прям ужасные, худшая доставка, я такой никогда не ел. И напитки. И я подумал, ну блин, это только из-за расположения и места в центре. Если бы у тебя был бы частный разговор с любым человеком, когда-либо жившим на земле, с кем бы ты поговорил? Ну такой, вот да, это надо кем-то восхищаться, и чтобы прям он... Нет, ну не обязательно. Ну вот ты такой, первый в голову пришел, ты бы хотел вот это узнать, почему он так сделал, допустим. Там же всего час, типа, ты не весь день с ним там тусуешься. Ну я понимаю. А час с кумиром, с кем ты восхищаешься, как будто мало. Ну и даже просто в целом, чье мнение мне по какому-то поводу интересно. Ну, например, вот мне кажется, это крутая мысль. С кем-то, там, Гагарин, может, который был в космосе, ну или какой-то чел, который будет в космосе, и вот его ощущения, но мне кажется, даже он не сможет как-то передать это. Поэтому, ну вот прям, во-первых, надо, чтобы человек мне так объяснил свои чувства, чтобы я это понял. А хочется узнать о том, чтобы я не понял. Ну, либо какой-то лайфхаки, ну, а у кого у меня просто лайфхаки, типа, ну, One Punch Man, 100 отжиманий, 100 подтягиваний, 100 пресса. Если, конечно, он скажет, это правда, клянусь. Следишь ли за каким-то традиционным видом спорта? Да, я начал в последнее время следить за НБА плотно, последние 5 месяцев. Футбол, какие-то крутые матчи, всякие UFC, очень много слежу за всякими там биографиями крутых челов, что-то читаю, смотрю видосы. Закончились крутые аниме, закончились крутые сериалы. Спорт. Я пришел в спорт, он бесконечный. Планируешь ли улучшать качество своих видео? В целом планирую, но это все будет постепенно. Пока я играю в КС, какой-то такой штуки мега крутой я сам не хочу делать. Но потом, если у меня будет время, то я все четко сделаю. Либо если человек найдется заинтересованный в том, чтобы все это развивалось, и вместо меня это делал, и это стоило того. Потому что повышение качества контента, повышение качества этих контента в плане съемок и так далее, он не гарантирует тебе просмотры. Надо, чтобы была именно суть крутая.
А крутую суть, это надо уже садиться и думать мне конкретно, что я хочу дать. А это произойдет только либо после завершения моей карьеры, я думаю. От кого прилетал самый неожиданный респект? Ну, я говорил уже за май, но как-то слишком много за мая за последний день. Ну, NBA баскетболист Мозгов, вот он писал. Вот с ним я пообщался, он прям заинтересован, играл, играет сам в КС. Бустер еще писал, который Стример. который рэпер. Уже не стример. Куда бы потратил $1 миллион? Я бы купил себе, пока игрок, как будто надо вкладывать в недвижимость, хотя бы засейвить бабки, а потом уже заниматься каким-нибудь бизнесом, если есть к этому предрасположенность, либо желание. Топ-5 рэперов за последнее время, которых я слушал. 163 on my neck, Скали Милана. Но это то, что я слушал, потому что это новое. А так, Слава КПСС. Это вся новая тусовка, типа Детройт Рэп, вот это все уже Будда, все его приспешники, вот их типа, очень много, у них такие треки. Да, я их как один чел назову, потому что, кого-то одного прям там слушать не вариант. Кизару, вот его прям одного я много слушал всегда. Оксимирона слушал. Оксимирон, Шок, вот это тоже в ту степь. Они типа как антагонисты, но все равно и у того есть прикольные штуки. И вот все американское. Кендрик Ламар, Дрейк, Асап Роки. Там Фьючер, тоже там треки, там хиты, не хиты, это вот сейчас тоже слушаю. Опиши себя в 50 лет. Как Эндрю Тейт, только накачанней, богаче, угарней, типа прям жесткий я буду чел. Я буду круче, потому что у меня будут волосы. Кстати, мне можно быть просто даже жирным, обрюхшим типом, но с волосами я буду круче, чем. Планируешь ли завести детей, если да, то в каком возрасте? Я не то чтобы планирую, но это как пойти в школу, в вуз, в армию, да, жениться, и это как следующий шаг в жизни, который по-любому меня настигнет, когда я там буду готов, не буду, к этому вроде даже быть готовым нельзя. Поэтому да, это есть. Топ-5 аниме для человека, который никогда такое не смотрел. Тетрадь смерти. Мне кажется, это для любого возраста будет интересно. Как будто, типа, что-то прикольное. Ковбой Бибоп. Потому что взрослому человеку понравится, мне кажется, то, что планеты связаны, там, перемещение, что космическое. Просто будет интересно, там, музыкальное сопровождение, это как фильм. Прям для детей, что «Токийский гуль» пусть будет. Первый сезон. Тоже такое. А Hunter x Hunter надо посмотреть по-любому. Это интересно. 4 гранда. Это Наруто, One Piece, Блич, Драгонбол. Но Драгонбол, это прям не для всех. Когда шаурмечную откроешь? Когда я пойму, с кем работать. Это тоже про бизнес, это как КС и макро, строить раунды. Просто надо это делать, это тоже надо заниматься. И найти тиммейтов. Да, найти людей, разобраться. По-любому, вот я уже даже больше к пиццерии готов открывать, потому что я уже как бы шарю, что вкусное в пицце. По всему миру поездил, а вот шаурмечную, это надо прям пару лет тоже как будто шавухой почаще питаться, чтобы понять, что вообще самое крутое. Потому что в первую очередь как будто заедают, если шаурма. А потом уже там был в Новороссийске, там Lil Peep играл, Tentacion, ты думаешь, да, это тоже прикольно, но еда тоже нормально. Как часто обновляешь девайсы? Я думаю, реже всех в мире обновлял до недавнего времени, но потом... Раньше был момент, когда они не так сильно развивались в качестве. Но вот в последние пару лет как будто это резко перешагнуло, все, появляются беспроводные все девайсы, я на них инста пересел, и каждая мышка, она какое-то уже преимущество по отношению к старой. Формы мышек, они уже оптимальные для всех. Раньше они какие-то были огромные, несуразные, и найти свою форму это было как бы трудно, и ты только на ней играл. Их было типа 5. Да, а сейчас у каждой компании они все друг за другом как бы конкурируют, и можно почаще. Какой майндсет нужно выстроить, чтобы не перегорать от КС? Надо тогда не стремиться победить, получать удовольствие. Только так. Если ты что-то хочешь добиться, ты будешь выгорать. А чтобы не выгорать, должна быть одержимость. А как получить одержимость, это уже совсем другой вопрос. Если ты типа не хочешь от чего-то уставать, то делай это по фану и делай это редко. Если бы не КС, YouTube и стримерство, чем бы ты занимался? Катался бы на корабле, занимался бы всем этим судоводным делом. Мне кажется, если прям ничего не было, потому что я Новороссийска, один путь в люди — это корабль. И по-любому я бы тут этим занимался, мне кажется, прям 99%. Пиратом был бы, получается. Пиратом, да. One Piece бы смотрел, сериалы. Там на самом деле, мне говорят, там раскайфовываешься вообще плотно. Особенно если у тебя, если ты не юнга,
там, который все драйвит и так далее. Ну, ты там какой-то капитан, там, третий, помощник капитана, четвертый. Дальнего третий. плавания. Да, ты просто накачиваешь себе всего и сидишь, читаешь, там, что-то там проверяешь. Почему на ланах вы не собираетесь в круг для напутственных слов, как другие команды? Ну, потому что, ну, каждой команды у них там свой менталитет, свой майндсет, и есть какие-то общепринятые там вещи, которые там большинству помогут. Собираться в круг, да-да, let's go, boys. Их там ничего не объединяет, не знаю, у каждой команды у них свой бэкграунд. В нашей команде, ну, так получилось, что как капитан, большинство игроков, они не из тех людей, которым вообще это нужно. Троим это типа не надо, а остальным троим, ну, они когда этого не делают, то есть зачем это делать, лучше вот сесть собрано. Ну, в других видах спорта там вообще другое. Какое наследие ты бы хотел оставить в киберспорте? Вот хочу, чтобы next поколение игроков, которое будет выиграть чемпионаты мира, они такие говорили. Ну вот я смотрел YouTube-канал, я много всего для себя подчеркнул, и когда туда пришел, я понял, что вот да, на самом деле это я по-другому теперь. Если посмотреть сейчас старые ролики, я прям понимаю, о чем он говорит сейчас. Тогда я не понимал, но все равно было полезно. Вот он крутой. Вот так я хочу, чтобы было. Дай 3 совета себе 5 лет назад. Поменяй посадку и следи за спиной. Да и все в целом. Если честно, да даже советов нет таких, чтобы прям кардинально. Все у меня четко. Есть какие-то ошибки там в команде, там неправильно там выставили расписание к чемпионату, не в тот момент сделали какую-то замену, не надо было вот это делать. Но опять же, даже если сейчас подумать, а я принимаю решение, ну, в большинстве случаев рационально. Есть, типа, вот редко бывает такое, что спустя время ты такой, я вот это не подумал об этом, и это было самым важным. Такого не бывает. Вот Марик от вас ушел. Хорошо же, да? Вы в мажор выиграли. Вот так можно подумать. А с другой стороны, если бы он был бы, мы бы, может, и Кёльн выиграли, и ИПЛ, и еще что-то, но это непонятно. Может быть, что-то произошло бы. И вот так на каждый вопрос смотреть можно. Все, всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, болейте за команду Virtus.pro. Пока. Чел, Джеймтайм работает только в CSGO. Не стоит ставить свой лайк, комментарий на следующий ролик. Просто сделай это.